то это вот самый-самый старый город Фес. Разделяется на три части. Есть современный город часть, улицы, как видите, дома высокие и так далее. Есть еще средневековый город, который начали его строить в 12 веке. Там, где находится Королевский дворец, где есть очень красивые ворота. Посмотрим Мелах и еврейский квартал. Будем подниматься до панорамы город Фес. Это башня наблюдения города. Фес называют сердцем Марокко, его религиозной и культурной столицей. Фес Аль-Бали, Старый Фес, один из старейших сохранившихся до наших дней городов мира. Он состоит из традиционных 7 элементов. Это мечети, медресе, богословские школы, суки, рынки, фондуки, караван-сараи, дома, где торговцы останавливались и договаривались о сделках, фонтаны, хамам, парная баня и пекарни. Главные ворота, вот эти маленькие, для кого? Это другой вход, чем туда? Главный вход, я понял. Это вход в одном месте. Ну все понятно. Ну так, для красоты. Смотрите, да, это красота. Вообще самые маленькие это для людей в основном. Ну, средние для это простых людей, ты так да, хотел простые. сказать. Ну, сотрудники и так далее. 7 ворот. Ага. Это вот символ 7 очень много что означает у мусульман и евреев. У евреев. То 7 небес, 7 дней недели. Даже евреи, например, вот 7 свечки делаются, когда молятся. Ну да. Считается, что в Фесе больше всего в мире пешеходных зон, то есть участков, куда не допускаются машины. Сразу за дворцом начинается еврейский квартал Мелах или Эль-Млах. Мелах в восточных странах аналог европейского гетто, в которых проживали нацменьшинства, то есть евреи. Еврейский квартал – это их лавки. Они располагались все рядом с дворцом, потому что очень богатые люди. Вот это все свадебные вещи. Подарки для невест или что? Жених дарит, не пойму. У нас как делятся сейчас подарки 2 из каждого. Например, джляба, 2 джляба, 2 туфли, 2 сумки, 2 чемоданы. Жених должен все привезти новый. Даже нижний белье тоже привозить как подарки для жены. На иврите Мелах – это соль, поэтому одна из версий гласит, что название пошло от того факта, что в Фесе гетто было расположено возле соляных болот. По другой версии полагают, что евреи в большинстве своем торговцы, торговали солью. Именно Фес стал первым в Марокко городом, в котором появился гетто Мелах. Он был построен еще в 1438 году. В 1948 году было основано государство Израиль, и марокканские евреи покинули не только гетто, но и страну вообще. А Мелахи заселили мусульмане, и с тех пор так и живут. Да, Фес прям старинный город. Но это не самый старый часть. В 12 веке начали его строить. Ну я понял. Интересуемся больше. Фес Аль-Бали, самый старый. Там улицы только такие. Вот, есть более старые, я чем понял. это. Синагога хлоп, и здесь прям где-то во дворе. Вот, например, синагога Бриат Бенданан. Бенданан это и есть известная семья евреев, которая жила в Фесе в 17 веке, когда сделали этот синагогу. А потом реставрация уже была в 98-99. Есть подвал, и вместо женщины мы тоже молились, женщины отдельно мужчины отдельно. Это вот традиция, как они объяснили, как традиция, которая у них была. Когда девушка девственница еще, первый брачная ночь, должна купаться с вода от дождя. Но это старое, конечно. Это сейчас не используется, это все. Ведро взяли вода, положили в ведро и купали здесь перед первой брачной ночью. Можете заходить, посмотреть, там даже вода попала. Современный Фес, старинный Фес. Тут все зарождалось. Идрис II. Отсюда пошел ислам в Марокко. Поселение на восточном берегу реки Фес было основано около 789 года Идрисом I. На противоположной стороне реки 20 лет спустя его сыном Идрисом II, который сделал Фес столицей государства идрисидов. В XI веке после объединения обеих частей город стал крупнейшим в исламском мире, а уже в середине XIV века он стал столицей Марокко и таким оставался до 1925 года. Одна башня наблюдения, вторая башня наблюдения, третья и разрушенная вот 4-я. Это все старинный, какой тут получается 15-16 век. Вот туда пойдем, часа на 3
гулять. Самый старый Фес. А оттуда мы приехали. Марокко, оно, конечно, она больше суннитская. Ну, в основном суннитская. Тут даже попытались вот эти воинственный ислам, вот эти начали приезжать сюда мусульманы такие, которые вот полностью закрыты в черных этих одеяниях, в черных перчатках. Пляж все начали оттяпывать. Хасан второй говорит, нехрена. С дубиночками. Чик-чик-чик-чик. Чтобы быть толерантным ко всем религиям. Так, ну что, центр производства керамики. Есть фес, свою керамику. И есть, например, Софи, столица керамика в Марокко. Но там делают из красной глины. Здесь используют серая глина. И краска у них другая. Вот бывает синий цвет. Перенесли из города производства, потому что все задымили весь город. Здесь делают вот эти штуки для мозаик. А потом берут их, рисуют их. Например, вот этот мастер, что он делает сейчас. Какие-то штуки. Квадратики, треугольнички. Вот такие вот, как треугольники. Такие. Но это не доказано, еще не закончил. Например, это он делает первый рисунок. Самый сложный часть, чтобы попал его молоток ровно на место. Вот даже показывает здесь, как она будет вкладываться. Он это передает второй мастер. Вот видите, что он делает? Ее очищает, заканчивает работа от первого мастера. Он сидит, он знает рисунка, да, знает цвета, который должен быть здесь, какая звезда, например, это, или это, или это, в каком цвете, у него разные, как игра такая. И вот так вот их вкладывать. Если он ошибается одной, не попадает, тоже все пропало. Он должен все равно, старайтесь, будут ее поднимать так, уже будет фонтан. Да, это схватилось, уже надо поливать ее полностью. А он что-то, у них ошибка, он говорит, поправить здесь. Но это фонтан уже. Это ОТК, отдел технического контроля. Канифолем пахнет. Раньше делали даже как серебро иногда, богатые люди. А сейчас просто вот как латунь, разный стиль, вот там. Металл, металл, да. Это более интересный стиль. Короче, заливает все цементом, с той стороны переворачивает, и вот такая красота получается. Разных стран мира. Бразилия тоже заказывают. Ну, делают здесь упаковка. Из дерева, пенопласт упаковывают и отправляют. Должна была быть, но уже не будет. Может, когда-нибудь. Вот заказы. Озон, да. Потому что этот стиль уже очень мало. Понимаете? И интересуют люди во всем мире. Не думал, что мне это заинтересует, но очень классно. Реально. Пять звезд или 4, что-то не посмотрела. Здесь у них нет звезды. Тут нет звезд, да? По-другому. Даже бывает 5 звезд, но не все условия 5 звезд. Комнаты, например, маленькие бывают. То не 5 звезд. Сколько здесь примерно ночь стоит? Вот, ну, ради интереса. 200, 300 евро, зависит какой номер они будут давать. Это все есть в букинге. Это все гипс, лепнина. Ну я да, посмотрел, что это не мрамор. Сейчас понимаете, что такое мозаик. Ну мы подумаем, да, сегодня вечером, может сюда. Конечно, решите потом. Да. Переедем. Переедем, что-то. Я остаюсь здесь жить. Well, you know what they say.
There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, start the race. We should be kings and queens every day. You've been trying to find your crown, happy camper through the ups and downs, keeping calm, winning ground. Let's build castles now. We'll make gold on our way up, through them trees before we reach them tops. Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Well, you know От 220 до 1400 номер. there are no kingdoms. Ну ладно, что, одну ночь можно. Попонтуюсь немножко. Ready for change. We could be kings and Вон мы оттуда приехали. on the low. We are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, start the race. We should be kings and queens every day. When the crowd is calling our names. And 1457 как закончили строительство. 50. Я Тут понял. 14 Это вот эта школа? Да. Заходите, пока вас увидите. we say come, whatever may, we join forces. Это атласный кедр, который... Атласский кедр. Завтра буду ехать через этот лист. Это делают из него дерево для Мерседесов, Роллс-Ройсов. Да, вот и один раз женщина даже спросила, говорит, а кедр так держится, и попал с нами даже в группе, человек, Вот. который специалист. Говорит, да, кедр он дает как смола, и он как бы охраняет себя, даже от температуры, от воды и так далее. You know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even Вот какие классы должны быть. Одно окошечко, два. Хорошее. start the race. We should be kings and queens every. Должно быть, в каждый час открылась окошко и упал как шарик. Водные часы. Шарик выпадал из окошка? Да, из окошка там была как полка, пластик металлический, и упал шарик и со звуком. Бум, это один час прошел. Обалдеть. Это какой год? Ну это тоже со школы, вот уже, конечно, в 14 веке. Офигеть. И что-то настолько слышно было, это бум. Ну, нормально. Вот так вот желудок выглядит. انت عجبتك هاد الدواره هادي دو فوا Ой, фу. Но фото, видишь, как они, многие не любят, когда они за работой и их снимают. Фес состоит из 3 частей. Старый Фес, Новый Фес и Новый город. Старый Фес, где мы сейчас гуляем, самая крупнейшая пешеходная зона в мире, на территории которой жизнь почти не изменилась со времен Средневековья. Потеряться здесь не составляет труда. Это настоящий лабиринт, переполненный магазинчиками, базарами, ресторанами, мастерскими, мечетями, медресе и даже гостиницами. Но вы даже не заметите, как пройдете мимо всего этого великолепия. Здесь находятся красильные, в которых кожу выделывают по средневековым рецептам. Покажу позже.
Это отель, да? Типа мы выбираем. Выбираем номера, ценник, людям рассказать. Она называет Ариа место. Не гостишка, а место. Очередной Ариа. Посмотреть здесь. Мы как эти, с рекламным туром. Это все стекает. Это Слушай, ни одной женщины, ты не заметил? Как? Где? А, ну покажи. Вот. Ну, покажи. Да, я тоже думал. Бабка, это дед. Да, конечно, нету женщин, они по домам сидят. Ты че? Кока-кола с секретными ингредиентами. Забавная дверь. Вот это закрывается основная, а потом такие. Ариады, не Ариа, Ариады. Все, Ряд понял. Да. называется. Я просто как общество говорю ряды. Ряды. Короче, гостишки, да. Короче, цена от 100-150 евро за сутки. Старый, самый старый фес. Чтобы никто не залез. Ах, они все в стекле, все в шипах. Тоже боятся. 800 гектаров. Фес, вот заблудишься. А здесь футбольная команда или что, Феси? Какие-то тигры. Да. Это футбольная команда, да? Мы вот, кстати, вчера там прогулялись, думаю, называется. в какой-то гетто зашли. Да, у них знак. Помогите! Нет! Здесь тоже. Нет! Да. Бланка, за ней Что творится? Куда идти? Старая баня. Ну и тоже не старая. Хамам. Ой, как вкусно пахнет. Ой, жарко как. Ой, жарко как. А ой, органовое масло. Вкусно пахнет. Короче, хамам стоит 50 евро, 500 дирхам. Полтора часа стоит 50 евро. То есть сейчас с тобой возится, потом, я так понял, полчаса туда чайные процедуры, все дела. Но тебя забирают из любой точки Феса бесплатно и отвозят. Классная штука. Вот это для обрезания, да? Вот дети одевают такую штуку, да? Шапка, должна быть шапка, так как фиска. И мы все одевали, я тоже такой делал. Для невест носилки. Нифига там такой
золотой. Есть Чё? мавзолей Муля Идрис. Вот это это, да? мавзолей, отсюда начинается. Это тоже Вот это мавзолей, я понял. Мавзолей Идриса. Нельзя заходить Да. внутри, только верующих, видите, снимают тапочки. Так? Но с этого туда, видите, Сергей смотрит могила, даже видно отсюда могила. Ага. Длину смотрит в потолке, так, ну и снаружи, внутри нельзя. Можно? Как говорят наши гиды туристами, это можно угадать желание. Сколько смотрел, не знал, пока вот не съездил. Рука Фатимы от сглаза. Фатима захоронен в городе Кум, как вы помните. Мавзолей. Это как гостиница для караван-сарай. Когда торговцы приехали, там свои верблюды, свое все, оставили даже свои скотины там, внутри, внизу, и даже на улице, и жили в верхние этажи. Но его сейчас переделали, как реставрировали, и стал как музей для дерева. Переделали в музей по дереву. И маленькие, даже небольшие комнаты, как Риад, стиле. For the guy who wants the commission here. I know. Family. Yes. Two special price. Yes. Here just 60-70 dirhams. Как где он у тебя там, да? Как всегда был рассказ про то, что не идите, потому что он имеет комиссион, а здесь подешевле. Поднимаемся в ресторанчик какой-то, прям что-то высоко. Высоко прям. Special for me. Вот эта феска, да? А еврейская, она кипа или кап? У нас Египет, Марокко, Тарбош называется. У вас феска, Турция феска. Тоже закрыто, да? Хулиганы! В сердце города расположен старейший в мире университет, по-прежнему считающийся одной из величайших школ ислама в арабском мире, а книга рекордов Гиннесса признает его старейшим в мире, постоянно действующим с 859 года высшим учебным заведением. Самый старый университет не получился, он закрыт. Все ворота закрыты, щелку не открыли. В библиотеке у нас нет абонемента. Абонемента нет. Нет читать. Посмотрим по фото. Основала его женщина Фатима эль-Фихри. Родом она была из Кайруана, самого святого для мусульман города в Магребе, находится на территории современного Туниса. Дипломы в традиционном европейском понимании здесь стали выдавать лишь с 1947 года. Кожевенная какая-то хрень, да, идем? Да, краска, говорят, воняет сильно. Короче, дали мяту, чтобы с ума не сойти. Да, ребят, запах, скажу вам, ужаснейший. Это жесть. Которая под защитой ЮНЕСКО, одна из старых даже тоже в мире. Сначала привозит коза, разный вид кожи. В основном козы, бараны, коровы и верблюды. Привозит кожу, сначала их оставляют в тех белой часть, те белые раковины, где есть известь и отходы от голуби. Отходы от голуби играют роль аммиак, чтобы вот мягкая кожа, чтобы могли ее чистить. А потом уже перевозят ее сюда, в другую сторону, и начинают ее чистить. А потом есть там, как стиральная машина, барабан большой, крутится. Вот там наверху есть вода, и льется в него вода, чтобы помыть эту кожу. Кроме того, как чистить ее ножами, даже у них есть такие большие ножи, ее держит и толкает, и снимает из нее шерсть, остатки, чтобы она гладкая была. А потом уже на краске. Что-то я вижу сегодня меньше краски, только коричневый, красный. Это краска, да? Да. В основном должны быть краски побольше здесь. Человек даже может не угадать, что это шелк от агава. У нас не текила, а шелк. Это завод где находится? Кинетра, район Кинетра. Электромобиль, да? Для почтальонов. Производство Марокко.
что за остановка? Балагой или Поповка? А с перрона говорят, это город Эшкеренде. Короче, у нас обед. Рыбку здесь хорошо готовят, говорят. Решили купить $2,4. Маркиз. Марокко вроде. Вообще все замечательно. А верблюжьи колючки это и есть перекати поле? Это она вот, когда если высыхает, совсем жара, поднимается так и начинает крутиться. Больше бывает даже. Заправка ЗИС, это река ЗИС, где мы сейчас видели оазис. Вчера в городе, когда были, там интересная тема по такси. Сажают не больше 3. Но если посадили 2, он остановится и будет предлагать на остановкам людям присесть, куда-то довести. В общем, подсаживают. Мы едем сейчас в Сахару на джипах встречать закат. Караван, да, вон. Надо успевать срочно. Нам Ахмеда дали не очень гонщик-то. Так себе водила. Такое ощущение, что он специально залезает в эти вещи. Ладно, машина тоже старая, хрен с ним. Дедок закопался там. Не хотел ехать. Вот жук-то, а. Очень хитрый дед. Ребят, хоть поехали.
посмотреть закат в пустыню. Конечно, нормально. Вот на этих двух машинах. Паджерик 4 старый. О, ребятушки. Смотрите, а. О, Дима, я же карате занимался в 7 классе целый месяц. Вот, ребят, смотрите, какая красота. Вот она, Сахара, которая еще каменная, но барханы уже начинаются. Вот видите, какие наши ребята. Вот. Там лагеря всякие. Вот, кстати, колодец. И тут уже цивилизация на самом деле дошла, потому что в поселках есть свет, из колодцев вода. И вот еще раз насладитесь таким вот классным закатом. Очень круто. Мне понравилось. Это стоит дополнительную плату. 25 евро. Есть утренние еще. На верблюдах. Место жительства на сегодня в пустыне. Вот наш на сегодня ложе. Ёпарас, это трехместное. Ах, запах какой здесь. Забыл. Вкусная вот эта пряность. Слушай, ну блин, очень даже. Если я правильно понял, это Бордж Меджоуга. Такой отель. О, ну вообще. Вот это аутентичность. Ну что, ребята, поехали на верблюдах. А мы все-таки решили вот так вот встать, встретить рассвет. Время 7:14. Песочек холодный. Вот такая здесь тема. Сесть можно вот так вот поставить. И вот так вот. И вот так вот все это дело запечатлять. А что на верблюдах кататься? Тут же все видно. Вот, кстати, они далеко особо-то не ушли, где-то вот тут. Сколько они? 15 баксов, да, за верблюд? Вот, смотри, видишь, толпа верблюдов. Да. Блин, не побрился. Вода еле течет из крана. Зато вот такая тема. Классно. Сахара, северо-западная часть, пески. 7:38 рассвет. Это еще минут 5, наверное, подождать, да? С лопатами вот эту горочку, вот это все так вот раскопать, тогда вот так вот снять. Мы бы увидели в 7:38. А здесь еще придется ждать минуточек 5, наверное. Вот восходик шикарный. Вот наш лагерь. Вот луна. Вот итальяшки шумные. Вон там толпа людей. Наши поехали туда на верблюдах, чтобы раньше рассвет встретить.
цвета были. Тут прям другие немножко розовые, сейчас уже желтые. Ну просто бомбино. Как он тебе итальяно. Просто бомбино. Наш отель. Птичка жучков накалывает. Вот такую фигню. Сохнет. Сушит. Говорят, что вот это норки скорпионов. Ну, типа нам сказали, что это не они. Ну, вот типа того. Ну, вот, сейчас я покажу, где тут скоробеи. Скоробеи, да? И есть как... Но не скорпионы. Нет, не скорпион, скорпион по-другому. Вот это вот, да? Да. Это скоробеи, да? Да. Скоробейки есть еще вот такая, как называется, вот такая, как маленький крокодил, такая. Ага. Я говорю, ящерка. Ящерка, точно. Вот у них вот такие верблюды одногорбые. Здесь удобно сидеть на них? Лёх, удобно сидеть на них? Макро. Здесь было море, этот район. 600 миллионов лет раньше. И живые вещи стали как минеральные, вот, окаменелись, стали каменными. Это, например, каламары. В основном вот эти вот парки, это каламар. Получается такой, как мрамор, но с такие рисунки. Морские гады. Море было, обалдеть. Здоровые какие все. Чьи уж такие здоровые раковины раньше были. Это что ж там, кто ж там жил? Охренеть, малютки. Ну да. О, смотри, какой интересный. А о, раковина, прикинь, тяжеленный. Она как целая, прочная. Окаменевшие медузы. Охренеть. Это видите, какие он? И как лошадь, он может ходить. Так, мозоли, которые здесь и здесь. И здесь он так рождается. Как они? Домадер. Дромадер. Дромадер. Ну хватит уже, не знаю, не натрогался еще. Так он, знаешь, такой прикольный. Прикольный. Дромадер. Да ладно. У них вот здесь, как речка подземной реки, да, например. Они вот начинают делать как туннель, и делают, чтобы видно мадам Марина тоже, и делают как колодцы. Раз, два, там каждый вот, например, 15 метров один колодец. Как могли спускаться, чтобы подчистить этот туннель. И вода вот потом уже из горы входит и идет до оазиса, до их оазиса. Там льются тоже, вот делают как маленькое озеро и начинают разделить вода между собой под частями. Даже часов, вот 2 часа тебя опускаем, а потом вот это зависит, сколько у тебя земля, сколько семьи, сколько в деревне. Это в тех времен даже туннели бывают 40 километров. Самый максимальный. Ну это вырыть еще надо было. А грунт такой полукирпичами. Почему здесь нет воды? Она когда будет-то здесь? Все, уже не пользуются этой системой ирригации. Сейчас они проложили современные трубы. А здесь надо было постоянно чистить эти километры туннеля. И поэтому сделаны эти как колодцы. Вот, могли спускаться в любом месте.
Ты беленький, да? $1000 стоит этот коктейль. Колодцы. Одна сеть подземная. Да. Долина жизни. Тудра, Тингер, под плечи. Это он туда, да, под плечами. Да, под плечами. Это мы еще не доехали, да? Так, Такие дома брошенные. Такого цвета, видишь, песочный. Такие зубы у них торчащие вперед, это чтобы колючки трескать. Здесь люди развлекаются, очень много альпинистов. Вот это ущелье 250 метров получается высота. Отсюда начинается жизнь в долине, то есть отсюда начинает течь вода в долине. Вот такой вот кафешечка. Город стал известный своей этой дамасской розе, где везде также по пути видите такие знаки, магазины и так далее. В мае все розовые. А сейчас что мы тогда смотрим? Просто. Это розы, да? Вот это дамасская. И сколько стоит эта штука? How much? 120. 50H. Very nice. Grizzly. 50H. А что такие камни здоровые? Вот этот значок называется «Свободный человек». Правильно? Свободный человек. Да. Свободный человек он. Берберский. Урзазат. Киностудия. Старая, правда. Атлас другой, в другом месте. Да. Отель. Фильм. Это местная, это филиал местной киностудии. Да. Понятно. Так, тут у нас приветственных коктейлей не предлагают. Коктейли welcome drink нету здесь. Отели все вроде по территории такие, порядочные, все. Вот так вот смотришь. Не знаю, то ли нам такие номера ставят, то ли что. Жопа-жопные. Телевизоры, ну то, что они 19 века выпуска, это ладно, блин. Там USB не во всех есть. Блин, то, что про шампунь, вообще можно забыть, мыло какое-то. Вот так вот можно включить, блин. И будет литься отовсюду.
Дерьмо, блин. Ничего не понимаю. Просто бред, блин. Это все четырешки. Все четырешки. Не знаю, мне прям интересно. Менять будем, не будем, Дима? Я просто не знаю. Это жесть, блин. Ну что это такое? Балкон. А балкон нет, там какой-то помойка какая-то. Это уже 4-й отель, вот такие вот. Просто пипец. По-моему, самый лучший был это в шалаше, да? Ну, я так шучу, конечно. Ну, вот так вот. Вот такой уровень здесь. Еда однообразная, естественно, все. По утрянке вообще жрать нечего. Во всех отелях. Ну, это по мне. Ну, как яйца, в принципе, стандартно. Яйца, что там, тосты. Вечером ни в одном отеле нельзя даже чай взять. Кофе, все платное. Ну, у нас, правда, HB. Ну, то, что чай нельзя налить. Не знал. Ладно, пойдем покушаем. Хочу забрать свои слова. Тут все вот так вот можно организовать. 20 дирхам. Действительно, ты прав был. Нам принесли сюда, мы тут выпиваем. Тут все очень шикарно. Да, номер не очень, но все просто суперски. Вот Тарик, профессионал. Профессионал, все организовал. Вот Дмитрий. Я забираю свои слова. Я просто уже описал отель как внешне отлично, а номер говно. Но я забираю свои слова обратно. Нет, а давай я объясню, почему обратно. Давай. Потому что если бы мы были с тобой вдвоем и заехали сами, мы бы остались при своем. Но с нами был человек, который разрулил, нам все принесли еду, и, естественно, мы теперь уже по-другому отнеслись. Просто прям сюда принесли. Люди там кушают, а мы здесь кушаем. Вот такой вид. Надо об этом говорить. Пускай все знают.